После того, как акушер забрал новорожденного ребенка Жаклин, он был потрясен и вскрикнул, услышав, как новорожденный произнес одно слово. Но этот шок побудил его сделать то, что в конечном итоге спасло жизнь ребенка. Жаклин и ее муж Алекс были вне себя от радости, когда после многих недель ожидания у нее, наконец, начались схватки. Роды были долгими и болезненными. Но когда они смогли обнять своего маленького мальчика, они почувствовали себя самыми счастливыми людьми на планете. Затем врач отнес их малыша в соседнюю комнату для осмотра. Он был квалифицированным специалистом, который выполнял свою работу, которую делал 1000 раз до этого, и родители чувствовали, что им не о чем беспокоиться. Тем не менее, Алекс настоял на том, чтобы последовать за ним. Он ожидал, что доктор Робинсон будет против, но акушер просто кивнул, а затем проигнорировал его, сосредоточив все свое внимание на младенце, прежде чем, подняв его и приблизив к нему лицо, внезапно вскрикнул. Медсестры повернулись к нему, пораженные и сбитые с толку, и спросили, что случилось, но доктор полностью проигнорировал их. Он нахмурился и посмотрел на ребенка более внимательно, казалось, прислушиваясь к чему-то, что мог слышать только он. Затем он снова посмотрел на ребенка, как будто подталкивал его на что-то. Существует ряд тестов, которые акушеры, такие как доктор Робинсон, проводят при каждых родах, чтобы оценить, насколько хорошо ребенок способен функционировать независимо вне материнской утробы. В случае осложнений ребенка могут перевести в инкубатор или специальное отделение для новорожденных. До того, как ребенок Жаклин был выношен в положенный срок, его шансы на то, что он будет в достаточно хорошей форме, были выше среднего. Но доктор Робинсон изучал этого младенца. Он неожиданно потребовал дополнительных анализов. Алекс сразу же набросился на него, требуя объяснить, что это значит. Доктор Робинсон проигнорировал его. Алекс видел, как он брал образец крови у младенца. Конечно, это не могло быть частью обычной процедуры. Доктор нахмурился еще сильнее, когда ввел образец крови в устройство и изучил результаты. Затем он снова посмотрел на младенца. Доктор, казалось, был чем-то потрясен. «Я слышал, как он что-то бормотал. Я уверен, что слышал, как он это говорил», — пробормотал доктор. Он, казалось, был в бреду, и обеспокоенная медсестра спросила его, что случилось. Алекс почувствовал, как кровь застыла у него в жилах, когда доктор сказал: «Я слышал, как этот ребенок что-то сказал мне. Это невозможно. Должно быть, мне показалось. Но это прозвучало как «помогите». Алекс удержался, схватившись за ближайший шкаф. Что он имел в виду? Был ли его ребенок болен? Если бы после всех этих усилий с их малышом что-то случилось, Жаклин бы не пережила этого. Алекс не знал, что делать. Он отчаянно хотел узнать результаты анализов, которые, по словам медсестер, могли занять несколько часов. Жаклин, должно быть, беспокоилась и очень хотела снова взять на руки своего ребенка. Как он мог объяснить ей эту душераздирающую ситуацию? Одна из медсестер заверила его, что они сделают все, что в их силах, чтобы у младенца было все необходимое. Когда Алекс вернулся к Жаклин, он застал ее сидящей в постели в полном сознании, но в то же время озадаченной тем, почему врачи так долго не возвращали ребенка. Алекс рассказал ей обо всем, что он видел и слышал, но, к сожалению, это нисколько ее не успокоило. Пока они ждали в палате, минуты тянулись медленно. Наконец, кто-то появился, и, к их удивлению, это был сам доктор Робинсон. Но врач выглядел совсем не так, как на их предыдущих приемах, где он казался уверенным и, возможно, немного высокомерным в своей компетентности. Все началось с того, что однажды утром Жаклин проснулась с невыносимой болью в животе. Она была убеждена, что с ее беременностью что-то пошло не так. Алекс почувствовал знакомое чувство бессилия и приготовился отвезти свою жену к акушеру.
Добравшись до кабинетов для консультаций, которые находились на втором этаже, Жаклин обнаружила, что приемная заполнена ожидающими пациентами. Поэтому Жаклин подошла к администратору. «Как у вас дела, Жаклин?» — спросила женщина. «Вы, должно быть, с нетерпением ждете появления своего малыша. Ты должна родить в следующем месяце, если я не ошибаюсь». «Верно», — сказала Жаклин. «Но я думаю, что-то не так. Я чувствую себя ужасно, и у меня спазмы в животе, которые никак не проходят. Я была бы вам очень признательна, если бы вы смогли меня принять». «Давайте посмотрим», — сказала администратор. «Это будет сложно. Сегодня утром у нас 2 незапланированных родов, и все наши приемы затянулись». Жаклин пожала плечами и сказала, что подождет. Слова секретарши все еще звучали у нее в голове, и она подумала, не может ли ее малыш появиться на свет раньше срока. Это могло бы немного объяснить ее нынешнее состояние. Когда Алекс, припарковав машину, появился в приемной, Жаклин все еще мечтала о возможности раннего материнства. Он был рад не больше своей жены, когда увидел, насколько занят доктор Робинсон, но, учитывая, как сильно Жаклин волновалась из-за внезапного приступа боли, он согласился, что им необходимо дождаться приема. Они прождали почти 3 часа, прежде чем смогли протиснуться к доктору Робинсону, но Жаклин сразу заметила, что на протяжении всей консультации он казался рассеянным. Он положил руку ей на живот и несколько мгновений слушал через стетоскоп, прежде чем сказать «Кажется, все в порядке». Робинсон был настолько рассеян, что Жаклин поколебалась, прежде чем спросить «Вы уверены?» «Да, конечно. Ты что-нибудь сегодня ела?» «Наверное, дело в этом. Некоторые женщины становятся более восприимчивыми к пищевым отравлениям во время беременности». «Не думаю, что я ела что-то необычное», — запротестовала Жаклин. Доктор Робинсон прервал ее. «Стресс тоже может быть фактором. После всех этих трудностей с беременностью вы, вероятно, сильно переживаете. Постарайся расслабиться, моя дорогая. Постарайся как следует отдохнуть. Все будет хорошо». Это правда, что она потратила целых 3 года, пытаясь забеременеть, но за это время она определенно не сошла с ума. Она не выдумала свои симптомы, так почему же он так быстро ее осмотрел? Жаклин увидела полупустую чашку кофе, стоявшую на его столе. На столе также лежал недоеденный бутерброд, частично прикрытый салфеткой. Она поняла, что он, должно быть, обедал. На мгновение ей стало стыдно за то, что она потревожила его. С другой стороны, она беспокоилась о своем ребенке. И то, что он ей сказал, было настолько общим и неконкретным, что она не могла полностью избавиться от мысли, что он пытается избавиться от нее. Бесцеремонное отношение доктора Робинсона и то, как он игнорировал ее симптомы и страхи, заставили Жаклин почувствовать себя несколько неуютно. Он был очень известным акушером в их городе, это правда, и несколько коллег и друзей Жаклин высоко отзывались о нем. Но ее собственная консультация с этим человеком не принесла ей удовлетворения. Это никоим образом не помогло Жаклин, и она не решалась снова появляться в его кабинете, когда у нее начались боли в животе. В течение следующих нескольких дней она перепробовала все, чтобы справиться с болью. Она старалась есть только легкую, безвредную пищу. Она пила травяной чай и пробовала слушать музыку, медитировать, все что угодно, лишь бы оставаться как можно более расслабленной и ненапряженной. Но ничего не помогало. Мысль о возвращении в переполненную приемную доктора Робинсона тоже не приносила ей облегчения. Но когда она больше не могла выносить непрекращающуюся боль, она снова позвонила в его клинику. Он прописал Жаклин обезболивающее, которое в данных обстоятельствах было бы для нее безопасным, но кроме этого не дал никаких практических советов или ободрения. И снова доктор Робинсон напомнил Жаклин, что причиной продолжающегося дискомфорта, скорее всего, был стресс, который она испытывала.
Положив трубку, Жаклин почувствовала, что вот-вот расплачется. Действительно ли она причиняла себе боль, просто будучи слишком напряженной? Неужели он считал ее человеком, который слишком чувствителен, чтобы справиться с чем-либо? В тот вечер она поделилась своими опасениями с Алексом, который отнесся к этому значительно более сочувственно, хотя, конечно, он не был врачом. Они обсудили возможность обращения к другому акушеру за консультацией, но, в конце концов, Алекс нашел обезболивающее, и это помогло ей немного лучше справляться с болями в животе. Но как раз в тот момент, когда им показалось, что все идет немного лучше, возникло новое осложнение. Предполагаемый день родов Жаклин прошел без малейшего волнения, и, что более важно, ребенок не подал никаких признаков того, что он готов выйти из утробы. Тот стресс и напряжение, которых она так старалась избежать, снова овладели ею. Что, если что-то не так? Следующий день прошел, а схваток по-прежнему не было. Прошла неделя, за ней другая. Отчаявшись, пара начала искать способы вызвать роды. Жаклин пробовала различные виды деятельности, а иногда и Алекс помогал ей. К счастью, их усилия окупились, и вскоре она почувствовала первые схватки. Из-за долгожданных родовых схваток, которые заставили всех начать действовать, времени было в обрез. Алекс и Жаклин запрыгнули в машину. Каждый красный сигнал светофора, который они проезжали, сменялся зеленым целую вечность. В больнице Жаклин была госпитализирована и сразу же отправлена в родильное отделение. Алекс последовал за ней по пятам. Медсестры с большим профессионализмом подготовили будущую мать к родам, но тут на ее кровать упала тень акушера. Это был доктор Робинсон. К тому времени Жаклин испытывала такую сильную боль, что, вероятно, даже не узнала его. Но Алекс нахмурился, узнав врача, который был причиной стольких неудобств, боли и неуверенности в себе в последние несколько недель. Алексу очень не хотелось доверять этому человеку роды их ребенка. Он поговорил со старшей медсестрой и спокойно поинтересовался возможностью привлечения другого врача для принятия родов. Медсестра выслушала его рассказы с сочувствием, но заверила его, что доктор Робинсон действительно был лучшим акушером в больничном отделении. В этот момент, видя, как сильно Жаклин страдала, Алекс решил оставить все как есть. Он был рядом с ней и поддерживал ее всеми возможными способами, в то же время внимательно наблюдая за акушером. К счастью, доктор Робинсон держался профессионально и, казалось, знал, что делает. Он настроил оборудование и все проверил, разговаривая с Жаклин успокаивающим тоном. Вместе с медсестрой доктор Робинсон беседовал с Жаклин на протяжении всего процесса. Боль была мучительной. Роды потребовали от Жаклин полной выдержки и решимости. Она смутно слышала, как доктор Робинсон, медсестра или Алекс говорят ей, чтобы она держалась. Она так устала, она чувствовала себя такой измученной, и этого было недостаточно. Она должна была продолжать, пока, наконец, не появился ребенок. Жаклин почувствовала прилив тепла, когда посмотрела на его крошечное личико. Ее драгоценный малыш. Новоиспеченной маме разрешили подержать ребенка всего несколько мгновений, прежде чем его забрали, но она не возражала. Ей нужно было отдохнуть. Но пока она предавалась мирному отдыху, Алекс с беспокойством наблюдал, как уносят малыша. Он побежал за медсестрой и умолял ее разрешить ему присутствовать при обследовании малыша на предмет основных жизненных признаков и реакций. Медсестра была достаточно дружелюбна, но твердо объяснила ему, что это стандартная процедура. Алекс умолял ее, рассказывая обо всем, что произошло за последние месяцы. К его огромному облегчению она согласилась. И вот так он оказался свидетелем самых шокирующих моментов своей жизни. Доктор Робинсон, казалось, был убежден, что новорожденный ребенок разговаривал с ним. Нет,
На самом деле он просил их о помощи. И теперь, когда доктор вернулся в их палату, он выглядел неуверенным в себе, а когда заговорил с ними, то заикался. Он извинился за задержку, а также за ужасную ошибку, которую совершил раньше, не приняв всерьез жалобы Жаклин. Как выяснилось, их ребенок подхватил инфекцию в утробе матери. Если бы он не провел те анализы, это могло бы остаться незамеченным, что могло бы привести к трагическим последствиям. Скорее всего, боли, испытываемые Жаклин месяцами ранее, также были связаны с этой инфекцией. К счастью, болезнь поддавалась лечению. То, что доктор объяснил Жаклин и Алексу, было, мягко говоря, тревожным. Неонатальные инфекции могут быть чрезвычайно опасны для долгосрочных перспектив здоровья ребенка, но они также могут вызывать задержки в развитии, потенциально опасные изменения в составе плаценты, которая питает ребенка в утробе матери, вызывая дефицит питательных веществ, а также передачу кислорода. Известно, что во многих случаях это приводит к выкидышам или врожденным дефектам. Пока ребенок находится в утробе матери, баланс между иммунной системой матери и ребенка может быть очень хрупким, и скрининговые тесты для выявления таких проблем еще не являются стандартной процедурой. Даже лечение таких инфекций все еще в значительной степени экспериментальное. Однако неспособность выявить проблемы в первые несколько дней после рождения также могла привести к катастрофическим, даже смертельным последствиям. В тот странный момент, когда ребенок, казалось, заговорил с доктором Робинсоном, акушер провел важные скрининговые тесты, которые привели к обнаружению заболевания. Он знал, что ребенок на самом деле не просил их о помощи, но был рад, что его болтовня прозвучала как настоящее слово, потому что это побудило его провести эти тесты. Малыша перевели в специальное неонатальное отделение, где ухаживают за младенцами из группы риска. Им был назначен курс антибиотиков, подходящих для новорожденных, и, к счастью, он хорошо переносил лечение. Повторный анализ подтвердил, что инфекция прошла. Через 6 месяцев малыш был вне опасности, и его гордым родителям, Алексу и Жаклин, разрешил забрать его домой. Родители были глубоко благодарны за то, что их малыш не получил серьезных повреждений или дефектов. Доктор Робинсон принес многочисленные извинения за свое бесцеремонное поведение, которое едва не привело к трагедии. Младенец, которого назвали Джеймсом, оказался замечательным ребенком, который произнес свое первое слово в возрасте 11 месяцев. Или это было его второе слово, кто знает. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.